Раньше, когда помоложе был, Новый год для меня 3 января не заканчивался. Это до 14. Да, нормально, хорошо. То есть вот 2 недели так красной стрелой. Но время идет, мы остепеняемся, становимся мудрее, где-то наоборот глупее. Ну ладно, нормально. Всем привет, дорогие друзья. Бритье. Сегодня у нас много новенького, много интересненького. Половину всего этого вы уже знаете из-за названия видео, но тем не менее, давайте, наверное, на крупный план, сходите посмотрите поближе. Есть там одна интересная задумка, не уверен, что я принял правильное решение. Ну, сейчас вернете с крупного плана, мы с вами еще посовещаемся. Все, догоняйте. По многочисленным заявкам телезрителей, вы, наверное, уже сами догадались, что сегодня будет. Из 4 станков, что прислала компания Яки, этот единственный, пожалуй, что выделяется внешним видом и статью. Ну и, естественно, он первый появился. Ну и, честно скажу, вот так вот даже на визуальном уровне, он, наверное, поболее остальных-то заходит. Почему именно? Я объясню, но прежде давайте мы с вами его замерим. Что это такие? 3-составной станок обыкновенный, сейчас мы его разберем, потрогаем, пощупаем, но до этого сейчас мы его параметрические данные снимем, что тут у нас есть. Так, длина ручки мешает вот эта вот штука снять, поэтому сейчас мы вот сделаем, наверное, вот так, 90 миллиметров. Ну, по весу латунька, да, конечно, что с нее взять. Ну, раз уж разобрали. Нижняя плита. Верхняя плита. Ну и это сами знаете кто. Это голова от 89-й. Давайте так просто посмотрим. Ну, чтобы просто поржать. Ребят, может, я что не вижу, но я даже на визуальном уровне отличий-то не шибко много и вижу. Ну, разве что в толщине вот этих вот полосок. Но конструктив соблюден. Так, а тут, может быть, какие-нибудь отличия есть? Ну, как-то так. Вот. Ну, конечно, есть. Вот, Яки Браш. Это этот какой-то беспризорник неподписанный. Так, с этим разобрались. По весу все вместе вытягивает на 93 грамма. Ручка отдельно 66. Хорошая ручка. А голова отдельно 28. Короче, у нее это критические дни, она еще не устоялась. Чем же мы ее зарядим? Предположительно, выяснили, что это аналог 89-й головы, но тем не менее, сами знаете, китайцы они такие, они могут подвох в любом месте устроить, поэтому, чтобы более-менее как-то определить агрессивность станка, я решил взять сразу же 2 лезвия. Это персона, так как оно остренькое, и это бывшая моя любимая рапира Platinum Lux, она же РПЛ. Потому что она мягкая. И одну половину лица побреем на этом, другую половину на том. И посмотрим, как оно, что там, как и сыграет. Наверное, как-то так. Давайте, наверное, с персоны начнем. Вот. Ну, что-то есть такая подозра, что вот видите, нашел различие. Посмотрите, насколько здесь большое отверстие, большая щель между нижней и верхней плитой.
на Яке и намного меньше, конечно же, на 89-й голове. Хотя, возможно, это просто игра цвета, потому что тот светлый, а этот черный. Ну вот вы что думаете на эту тему? Так, ну с вылетом разобрались, все ровненько, все хорошо. Почему же этот станок лично для себя выделил на фоне его собратьев, которые нам прислала компания? Ребят, несмотря на то, что этот станок ужасно дорогой на общем фоне, он аж на 180 рублей дороже, чем все остальные, и тянет где-то, по-моему, под 880 или 900 рублей, 880. У него фактура другая. Материал исполнения, да, вероятно, все-таки это на латуньку-то тянет, потому что по весу 66 грамм, сами понимаете, это силумин столько весить не будет. Но само, ну, голова, да, голова, возможно, и силуминовая. Я не знаю, как долго продержится это покрытие, но сейчас, в данный момент, то, что я держу в руках, ребята, оно интуитивно, оно вызывает вот образ Роквелла. Вот просто вот обработка, фактура, внешний вид, вот что-то, вот знаете, вот по ручке, стать, геометрия какая-то. Я про ручку, про внешний вид, не про головы, конечно. Вот что-то здесь есть такое, что разительно его отличает от своих собратьев. Здесь что-то вот есть, вот от этого. Не от самого станка, а от ощущений об этом станке. И вот здесь эти же самые ощущения тоже есть. На тех какая-то вычурность, блескость и не пойми что. А вот у этого вот так вот. Возможно, поэтому я к нему так и отношусь. Что он покажет сейчас в работе, я не знаю, но скоро узнаем. Но пока, ребята, зачет. По дизайну, по элегантности и по всем вот этим вот параметрам, которые я вижу, нравится. Просто нравится. Ну а дальше посмотрим. Сегодня у нас день Светланки Деко, ребята. Вот все, что есть, я там насобирал. Вы наверняка знаете, что работа этого мастера-артизанов мне всегда нравилась и продолжает нравиться. Натуральное жировое мыло с нуля Fortis. О как! Вот так просто, непритязательно, просто Fortis и все. Продукция всегда упакована, ну просто приятно. Оформление всегда на высоте. Это общие характеристики, что касается до сегодняшнего обзора. Сегодня будет мыло Fortis, которое вы уже увидели. Внешняя баночка, пакетик — это обязательно атрибут, это как кошерная упаковка. А все остальное, вот смотрите, как интересно сделано. Это вот, это уже что-то на западных артизанов похоже. Я, наверное, вот это имел в виду, когда говорил вот на тему оформления с нашими тюменскими товарищами, которые нам очень даже, товарищ Иночка, вот посмотри, Светлана где-то что-то нашла. И вот это более достойное применение для хорошего продукта. Оформление я имею в виду. Запах не совсем мой идеальный. Мыло не мягкое, а средне мягкое. Пальцем продавите, само никуда не потечет. Ну, скорее мягкое. Ну, твердого тут, конечно, вообще ничего нет. Твердое, это, знаешь, надавил, а потом продавливаешь, и там что-то такое продавилось. А здесь даже продавливать не надо. Хлоп, палец сам опускается. То есть мыло мягкое. Запах, ну, интересный, но не средней интенсивности. Ну, пока я не могу по его поводу определиться. Но сейчас в работе-то все и увидим. Одно то, что жировое, уже хорошо, значит скольжение должно быть нормально. Также сегодня будет автошейв тоже от Светланы Деко с эфирными маслами древесной и цитрусовой группы. О как! Цитрусовая, ну ладно, посмотрим. А древесная, это мы завсегда, пожалуйста, очень я даже уважаем. Вот сегодня и поглядим, что это такие. Пока нравится. Бутылочка, ну вот, девчонки, блин, вот как увидят, что круглое, вечно бантик надо навязать. Так вот, бутылочка пластиковая, этикетка, печать, ребята, офигеть. Что-то такое, знаете, матово-бархатистое, ну цвета прям ого-го, прям молодца. Такое, знаешь, с заявочкой на что-то на лакшери класс. Супер. Ну, баночка простая, самая обыкновенная. Те, кто занимается парением, очень часто сталкиваются с такими баночками, они сами по себе, ну, ПЭТ. Пульверизатор тоже хорошо, тоже обыкновенный. Ну, вот как-то так. Все. Ну и еще сегодня от Светланы Деко пойдет мыло. Мыло у нас маленько покончалось, а сегодня будет хит
продаж для аллергиков, неврастенников или кто там, но вот деревья, просто люди. Так. Не так уж часто у нас Светлана бывает, что же я не прочитаю, что ли. Хит продаж для аллергиков, новорожденных, беременных, просто людей, любящих настоящее и натуральное. О как! Ну, мы же с вами человеки, которые любят настоящее натуральное. Вот сегодня его и попробуем. Ну, в смысле, сегодня я его запущу в работу. Я его еще не нюхал, не открывал. Это не запах чистого белья. Это запах мыла, ребята. Просто запах мыла. Хорошего мыла. Чистого, без примесей. Ну, козе понятно, тут нет никаких ароматических отдушек. Если бы были, я бы их уловил. Я слепой, но нос-то работает. Запах хорошего мыла. Вот его и запустим. И посмотрим. Я не беременный и не... Я вот, скорее всего, из последнего пункта, который любит все натуральное. Так что вот, запускаем. Кто-то скажет, помазок пропустил. Не, ребята, не пропустил. Из белой коробочки мы достаем черную фиброчку. Ха-ха. Шутка. На самом деле нифига она не черная, у нее только вот волоски вот эти вот черные. Ребята, почему сегодня она? За свою необычность. Первая необычность — это вот этот вот бархат, который шелк, вот этот колонок, который сверху она дарит. Что-то он мне как-то запал. Не скажу, что на всех остальных по-другому, но вот здесь как-то вот особенно торкнуло. Ну и цвет, конечно, достаточно необычный. Смотрите, черное и светло-серое. То есть как какой-то не совпадается. Откуда вот эта вся хрень насыпалась, не пойму. Смыло. Так, кто-то у нас есть. Ну, ширину узла я вижу как 27 миллиметров. Диаметр, вернее. Высота 53. Ручка на 68 аж вытягивает. Угу. Ну да, высота где-то 53, ручка 68. Ну, силен бобер, молодец. Когда рукой вот так вот прижимаешь, упругость чувствуется, но это не упругость тех барсуков, которые предлагает компания. Явно, что этот будет помягче. Но за счет своего вот этого вот массива, который упакован, посмотрите, в какую ручку из хорошего пластика, я думаю, что из этого что-то может получиться. Так ли это, проверим в работе. Ну а ручку мы с вами уже такую видели. По-моему, вот я запутался, парни, кто? Яки у мужского материка ручки закупает или мужской материк где-то там берет? Что-то вот такое я уже видел, да? Ну и вот, и все. Яки браш. Что-то есть. Прикольно. Все, пошли бриться, что сидим. Все никак не могу с этим запахом разобраться. То, что он никогда не станет моим любимым, это однозначно, это точно. В нем есть какая-то некая такая вот нота, которая, ну, противна, нет, не скажу. Но это не мое. Как минимум мне нравится. Вернее, как минимум не мое, а как максимум мне нравится. Что-то вот, тем не менее, это не первый раз я встречаю такую ноту. У буржуинских артизанов она тоже есть. И я таки подозреваю, что Светланка, скорее всего, какой-то из таких вот рецептов интересных нашла с буржуинскими корнями. А может быть, сама к этому пришла, к тому, к чему они пришли. И вот там эта составляющая, скорее всего, есть. Ну вот, после того, как намочили, она меньше стала. Не на шатырь, а что-то вот, блин, ну, не он, нет, ну вот что-то такое, что вот мне не нравится, не нравится. Так, давайте сейчас вначале маленечко пришейп сделаем. Как бодренько-то пошло. Прям так интенсивно. Хорошо, хорошо. Ну и пока у нас работает наш пришейф, пошли, наверное, забьем, посмотрим, что из этого получится.
Так, мне вот этот диаровский полотенец запал. Вот то, что опасная бритва РФ прислала, прям лялечка. Вот сейчас вот его снова поклал, пускай отмокает. А чем нравится фибра, заморачиваться не надо. Хлоп, намочил, и все нормально, все хорошо. Убираем всю воду и загружаем. Помазок нравится, до ручки не проминается. Угу. На раскоряку выходит, но как слабовольная скотинка во все стороны вот так вот сразу не расползается. Нет, форму держит. Пока гардемарин, посмотрим. Ну, смотрите, как интересно, прям забился уже весь. Вон у нас что, уже кудряшки с ю пошли. Пенка так интересно, прям хорошо получается. Так, дайте-ка еще маленечко водички вот так, хопа. Это чтобы у нас кудрявость повысилась и влажность. И он еще лучше пропитался. Все, ребята, мне кажется, что вот с этим уже можно идти на лицо. Уже вполне себе хорошо. Я понял, ребят. Я понял, чем вот это вот полотенце от DR Harris, которое опасная бритва прислала, заходит. Своей махровостью. Понятно, что махровое полотенце можно без этого найти, как бы тут это не обсуждается. Но вот что касается конкретно этого, оно как-то, знаете, и махровое, и оно в то же самое время как губка поролоновая. Что-то вот такое вот. То есть это не просто вот такое. Я вот думаю, что там с материалом еще что-то вот такое есть. Потому что махровое полотенце как бы у меня дома-то тоже есть. Но вот такое, знаете, вот. Короче, вот оно мокрое, ты его выжимаешь, а оно прям, вода с него так выдавливается. И оно проминается и обратно не разбухает. Оно прям сжалось, говорит, дай воды, что-то вот такое. Только воду ему понес, он вот так вот сразу. Вот такое вот. Вот прям интересно. Ну а по поводу моих сомнений, я решил одну сторону на Рапире Platinum пройти, другую на персоне. А сейчас подумал, а может быть не так. Может быть как-то вот все-таки выкрутиться, хитрый финт винтом сделать и попробовать ту же самую персону поставить на 89-ю голову и вот на этот новый станок, чтобы сравнить вообще, есть какие-то отличия от 89-й. Так же проще было, да? Вот эта вот мысль еще такая есть. Ох, ребята, помазочек-то. Это жопа какая-то. Даже так же не может быть. Парни, вот завяжи мне глаза. И вот так слепую просто. Да я бы стопудово сказал мужской материк. Шарик есть. Прикиньте, на синтетике. Да ладно. Я это сказал. Офигеть. Слушайте, ну руками вот трогал, щупал, там нет какой-то повышенной плотности или еще чего-то. Откуда он взялся? Или это какая-то структура узла какая-то интересная? И при всем при том, вот посмотрите, там внутри как-то все-таки, вот так вам будет хорошо видно. Внутри-то на раскоряку, вот видите, пустоты-то все-таки есть, а в работе, ну небольшой, но он есть. И вот, смотрите, интересно так замешано. Шарик небольшой, но при этом при всем чувствуется плотность узла. Она, вот именно плотность, не упругость. Здесь вот этот шарик, он замешан с плотностью. Упругость как таковая, она есть, но она не выпячивается. Ты понимаешь, что вот здесь какая-то субстанция. И просто так ты ее хрен продавишь. Вот если бы сейчас была речь об упругости, упругость она прямолинейная какая-то. И ты, она вот так вот. А здесь этого нет. Блин, пока нравится. Реально нравится. Как и пена. Вы посмотрите. Офигеть. Ну. Ребят, ну что-то я не удивлен. Потому что Светлана, она всегда умела делать какие-то мыла такие, что прям, знаете, Дедушка Мороз, борода из ваты. Вот. Вуаля. Так. Хоры разговаривать. Давайте попробуем, посмотрим, что получится. Это у нас сейчас персона стоит. О!
не скользит, рука мокрая. И нормально. А чё я голову морочу? Сейчас 89-ю просто персону поставлю, да и все. Как опаска уже. Ребята, к бабке не ходи, голова та же самая. Но разница все-таки есть, потому что здесь ручка тяжелее. И за счет вот этой тяжести ручки фактурность придается другая, другой ход и другая работа. Вот. 89-я голова, по сути, так если разобраться. Если есть отличия, то небольшие. Ну, такие персоны как бы уже вроде маленечко понятны. Давайте попробуем уже рапиру платину поставить. Вот, кстати, немаловажный момент. Видите, сейчас чуть-чуть промыл, но тем не менее пена осталась. Это говорит о двух вещах. Первое, станок, ну, промывается как R89 голова, и о плотности пены от Светланы Деко. То есть фактурный элемент, фактурный. Так, слазить больше нет. Закручивается удобно, вообще хорошо работает. Вот сейчас намочил станок вместе с ручкой. Даже там посередине, где вот эта вот амфора, скольжения как такового нет. Покрытие все-таки ребята как-то продуманно подобрали, не абы как, не с кондачка. А вот где насечка вот эта есть, да я бы не сказал, что она сильно как-то отличается от середины. То есть как очевидно невероятно. То есть там, где насечка и там, где насечки нет, для меня скользит одинаково. То есть чуть-чуть подскальзывает, но не более того. Смена лезвия, все, что дала, это ушла разительная, такая, знаете, чуть-чуть остренькая действительность, а вместо этого появилась бархатистость. Вот сейчас он стал бархатным. То есть вот если сюда поставить РПЛ, он просто бархатный котенок. Вот и все. Я иногда хулиганю. Я чувствую, где рамка высоко не поднимается, потому что если я это сделаю, потом приду, мне парикмахер яйца на кулак намотает, скажет, что лазил. Вот мне сейчас вот сиди и исправляй сам, поэтому я так уже чувствую, где можно, где не можно. А Любушка у меня шутить не любит. Не, ну смотри, как любит, конечно, мы с ней ржем постоянно. Но там, если что, правда, матка лупит сразу. Ребят, на пену гляньте. Ну и вот с того, что мы с вами набрали, вот
Вот он так вот и сидит. Здесь узел в ширину достойно, в высоту не ломится. Но вот, наверное, вот это сочетание как-то еще тоже свою роль-то сыграло. Ой, что это я? Это 89-ю на Рока ручку посадил. Мыло на язык попало. Ну, на вкус, кстати, ничего. Ну, как это нетривиально звучит. Чувствовал прям, как родинку задел. Ух ты. Для станка средней агрессивности это неплохо снял. Ну и последний проход против шерсти. Да навалом мыла тут, знаете, еще сколько. О, дофига, дофига. На помазок маленько воды добавил. Чтобы тот суперконцентрат, который там есть, ну, маленечко разбулыжил. Ну и посвежее чуть-чуть было, что ли. Как ни странно, тот запах, который мне из коробки не понравился, на лице кардинально изменился. И вот та нота, которая меня, скажем так, фи-фи-фи отталкивала, она как-то самоустранилась или растворилась в общем аромате. Я сейчас ее явственно не ощущаю совершенно. А может, я к ней просто привык. Что-то быстро. Может, сейчас нормальный запах, вообще хорошо. Но по пене, ребята, знаете, в этой пене купаться, просто получать элементарное удовольствие. Посмотрите, какая она. Все в порядке. Я не помню, что за фигня. То ли из-за плотности пены, то ли вот. Но отверстие вроде нормально. Почему что-то как-то не очень промывается?
Нифига себе. Ну вот до такой степени 89-й головой мне редко удавалось пройти, чтобы вот так вот прям вот здесь вот, знаете, вот прям. Ой, а мыло это мыло. Весь хохотальник мыли. Ну сейчас вот руку намочи, можно еще бриться. Постбритвенный 5. Стопудово. Ну и давайте вот так вот маленько мазану. И давайте ему уже выжимать. Вот ничего у нас не осталось. Вот то, что я сейчас вижу, то, что показываю вам, то, что ощущаю, я вам так скажу. Дай-то Бог, чтобы у буржуинских артизанов, типа там американцы, англичане, вот почаще бы вот такая фигня была. Это хоть как, это хоть куда. Это вот. Ну сами посмотрите. Мне их жалко, я вот свет тут не так падает. Я не могу эту структуру пены вам показать, передать, как она выглядит. Одно слово. Beautiful. Вот она даже по симметрии работает. Мастер. Молодец, молодец, просто молодец. Светланка, вот ладно, до заключительного слова попридержу. Так, ну давайте все это безобразие новогоднее. Кстати, вот такой бороды у Деда Мороза еще не было, да? Уже убирать. Уже сейчас могу точно сказать, чего в этом мыле нет. Нет антисептиков. Кровь не останавливает. Не то чтобы это минус. Да это вообще не минус. Как бы мыло-то не для этого предназначено. Обычно такие штуки в автошейф можно запихивать, да? А что тут подбревать-то? Все. Поласкиваемся и автошейф. Бывает просто помазки, бывают чаши, бывают скатлы, а бывают махровые полотенца. Ребята, как же долго тепло держит. Просто кайфуешь полный рост. Так, я похоже тут себе все-таки родинку-то цепанул, сейчас камешек вытащу. Офигеть. Просто офигеть. Хорошо. Мыло. Не, ну понятно, что я его не смывал, понятно, что я сверху наложил компресс, но тем не менее, его навалом, просто реально навалом. Его смывать надо. И как скоро смоете, я не знаю. Постбритвенная вообще на уровне. Так, что ты тут мне голову морочишь, дай-ка я тебе вот так сделаю. Для тех, кто... А что это за камешек? Ребят, 87-е видео, посмотрите, и все, что под ним. Автошейф. Так, пробьем сейчас. Ура, повезло. Ой, и груши не надо. Слегонца. Совсем чуть-чуть, совсем маленько, спиртовый. Но так же хорошо, ребята. И слава тебе, Господи, что здесь цитрусовая не превалирует. Ну, не люблю я ее. Здесь она есть, выражена лимоном. И лимончик здесь такой мазёвый, я вам скажу, прям что-то доктор прописал. Нехимозный, совершенно. Ой, и даже, знаете, горечь чего-то, но горечь уже не лимона идет, а какая-то, наверное, все-таки вот эта деревянная составляющая.
как умело замешано, понимаете? Здесь получается то, что деревяшку сюда вот запихали, она сбалансировала лимон, лимон пригасила, а сам лимон пригасил деревянную ноту. И как-то это вот такой вот баланс замешался интересно. И понятно, что это не галимый лимон, но и дерево вы здесь тоже не найдете, ярко выраженной деревянной ноты нет. Вкусно, вкусно, прям хорошо. Сохнет достаточно быстро, несмотря на то, что дрочевость по моей шкале, ну если вот обычную, которую я люблю взять, допустим 100%, здесь она, наверное, процентов 30. Мне все равно понравилось. Я знаю почему. Здесь пульверизатор есть, здесь я могу как с груши Флойдом себе, и я весь хорошо. 5. Запах. Светлана, хочу сразу тебе вот за все твои продукты, которые здесь, выразить сразу благодарность. Первый, автошейв. Запах 5. Ходовые качества мне очень понравились. 5. Есть определенные сомнения за липкость. Вот сейчас я явственно ощущаю, да, та липкость, которую я не люблю. Если она не уйдет, тогда я за все это, конечно, снижу оценку, но пока я в восторге. Что касается автошейва, по мылу. Ребята, по всем параметрам, которые вы можете хотеть от бритвенного мыла, 5. За запах не увеличивать, не снижать оценку не буду. Я бы, наверное, все-таки добавил 3 балла за то, какое мыло само есть. Ребята, оно офигительное. Если взять всех наших артизанов, которые я пробовал, вот у нас вот в России, вот Инночка молодец, с ее стремлением все время делать продукт лучше. Последние вот эти веяния, которые вот ароматически она сделала, такие, что просто с копыт сшибает. Респект, уважение. Quantum Satis, молодцы девчонки. И оформление, и палитра, все есть, и мыло хорошее делают. Но все-таки первое место я бы отдал Светлане Деко. Ребята, такого мыла, как у нее, к сожалению, я вот у других девчонок-то не встречал. Здесь, да я больше чем уверен, вот это за рубеж можно поставлять, стыдно не будет. Стопудово. Стопудово. Это вещь. Что-то такое наша Светланка нашла интересное, классное, и вот что-то вот как-то вот так разработала, что у нее вроде и пена-то как у всех, но в то же самое время, что я вижу, что это не пена, что это, сука, слипки. Вот знаете, такие аж тягучие, такие вот прям вот что-то вот такое, вот прям классно сделано, вещь. И это не из-за того, что там помазок классный там или хороший баланс воды, что вот именно вот так взбил пену. Нет, она по жизни такая, это видно. Мы когда с вами в банке вбивали, помните, с краев что полезло? Она уже показала, эй, братан, видишь, я хороший. Все, уже готова к работе. Как она это делает, я не знаю. Уже который раз она представляет на обзор свое мыло, и она держит марку. Держит марку. Молодец. Просто молодец. 8 баллов. 8 баллов зачет. Ну и по оформлению. Инночка, не обижайся, пожалуйста. Я, может быть, тогда как-то резко сказал. Ну вот, смотри. Вот Светлана где-то нашла. Тут, ну только к цвету банки, что если придираться. И то, знаешь, если вот сильно вот таким вот быть. А так-то вот, это вот то, что буржуины сейчас на Западе делают. Смотри, значит, в России-то у нас тоже можно найти. Все хорошо, все нормально. Станок. Яки охренели. И причем охренели по всем фронтам, которые можно было бы придумать. Вначале они охренели, когда сделали хорошие помазки. И причем сделали достаточно по чесноку. То есть и ценник был такой, знаете, и качество ого-го. Потом, не знаю благодаря чему, может быть благодаря вашему покорному слуге, может быть у них там что-то там забрежило, они стали потихонечку цену-то поднимать. Ничего беспредельного я пока не вижу. Цена все еще достойная, но она несколько выше, чем была. Особенно чувствуется поднятый ценник по барсукам. Но мало того, они стали еще и станки выпускать. И что это за станки? Что те за станки? Я не знаю, я могу сейчас сказать только за этот станок. Это практически полная копия R89 головы, Miele R89.
полная, да не совсем. Если голова полная копия, то весь станок в целом совсем другой. Другой за счет того, что они поставили сюда свою ручку тяжелее, чем на оригинале, и другой формы. И станок стал петь по-другому. Что выбрать, Müller R89 или вот этот станок, ребят, решите вы сами. Я могу лишь вам сказать, что этот станок ничуть не хуже оригинала. А в чем-то, вот сегодня, он даже, на мой взгляд, превзошел. Возможно, это все имховое и, знаете, вот сиюминутное. Вот сейчас он так вот зашел, а в другой раз, другой щетиной, другим лезвием он зашел бы по-другому. Возможно, спорить не стану. Но сегодня этот станок отыграл свою партитуру на 5 с плюсом. Зрители в зале стояли, орали браво полчаса, я задолбался их успокаивать. Вещь, дельфин галимый, обалденный. Да, кстати, липкость-то прошла, но еще чуть-чуть наблюдается. Так вот, чуть-чуть залипает. Но уже то его, знаете, вот уже нету. Побрил великолепно. В руке сидит замурчательно. Вот эта вот талия, которую они здесь придумали в кассу, совершенно в бритье помогает. Ручка не скользит. Вес, ну, все индивидуально, ребята. Лично мне вес зашел. Это вот то, что прямо вот мне надо. То, что, знаете, вот тютелька в тютельку, как секс у липутов. Вот здесь вот они так вот все это сделали. Прямо супер классно. Как долго проживет это красочное покрытие, не знаю, парни, не знаю. Но если оно проживет хотя бы полгода-год, вы свои 800 рублей стопудово окупите. Стоит ли брать этот станок за 800 рублей, не стоит. Ну, плюс там доставка, сколько, 1000 получится, ребят, решите вы сами. Я лишь могу сказать, что это небольшая цена за годное, великолепное, обалденное изделие. Если яки пойдут дальше таким вот макаром, я хрен ее знает, что в мире-то будет. Через год, полтора-два, они весь бритвенный рынок завоюют и все остальные начнут ласты склеивать. Маловероятно. Но как-то пока что-то прямо аж они буром-то прут. Смотрите, годный станок еще плюс ко всему выпустили. Да и отличие-то его. Я не случайно вам на крупном плане Rockwell притащил. Они показали, что они могут. Вот та мишура китайская, блестючая, которой будут следующие станки, это то, что мы видим всегда, это то, что им дается легко и просто. Откуда этот взялся, я не пойму. Кто та сука, который пришел, надоумил их делать вот это? Если они вот так начнут делать, то и Rockwell ласт склеит. Как? Как они догадались сделать вот такой? Они все время делали блестящее, все время делали вот такое вот. Это на это не похоже. Я не понимаю. Если у вас есть какие-то идеи, свои догадки, ребят, скажите. Но вот это на китайское изделие не похоже. Вообще, от слова совсем. Офигеть. Просто офигеть. Ребята, очень понравился. Хороший, годный. Да пофигу кому. Новичкам, продвинутым, еще кому-то. В конце концов, даже ваше мнение. Вот за такую ручку 800 рублей без доставки, это дорого? Это да. Да, это не нержавейка, но, ребят, ну и 800 рублей, а тут целый станок. Так что я в шоке, реально в шоке, подофигел. Была какая-то мысль, что найду какую-нибудь такую, знаете, зацепушку, скажу, ну что, ну Китай, что, денег стоит, что, 800, что вы хотите за 800 рублей? Не пролезло, нету такого. Блин, да он везде пробрил. О-ля-ля. Ну ладно, поживем, увидим. Но пока, конечно, пока так. 1-0 в пользу китайцев. По мазкам та же самая фигня. Ручку мы с вами такую увидели. То, что яки ставят на свои ручки хороший пластик, ни для кого из вас не секрет. Подобные узлы тоже были. Но вот сегодня за этот помазок я могу сказать, что это самая лучшая синтетика из всех, которые я у яки пробовал. Вот из яки мне этот зашел больше всего. Почему? Во-первых, то, что он шарик показал. Пускай не ярко выраженный, как, допустим, на барсуках от мужского материка, но все-таки он его уже показывает. Второе. Здесь какая-то интересная штука. Здесь нашли среднее арифметическое между упругостью, плотностью работы помазка, плотностью набивки и размерами самого помазка.
А может быть, это и есть следствие самих размеров помазка и плотностью набивки, и качества материала. Я хз, я не знаю, ребята. Но здесь получается, когда ты прикасаешься к лицу, ты прикасаешься к какой-то субстанции, которая в меру упругая, в меру плотная, в меру рыхлая, в меру податливая и в меру массирующая. Это какая-то вот такая произведение, которое в меру всего. И я просто от этого офигеваю. Это лучшая синтетика уяки, которую я держал в руках. Это что-то тут вот торчит. Ну вот, в это, перехвалил. Ребята, говно, смотрите, волос торчит. Не берите. Вы видали? Короче, ребята, интересное, великолепное, сбалансированное изделие. Если бы, допустим, здесь еще ручка была, ну, скажем так, вот такого вот типа, вот такие ручки мне вот больше заходят. Я бы вообще этот помазок любил, прям вообще любил. Он мне и так нравится, я его и так никому не отдам, потому что помазок на самом-то деле это нечто. Удивлен. И опять же шокирован, что яки делают. Если они таким макаром будут идти дальше, много кому, ребята, много кому не поздоровится. Очень многим. Тьфу-тьфу-тьфу. Но в этой жизни все случается. Мы видели и падения, и взлеты, все мы видели. Посмотрим, что будет дальше. Пока яки идут хорошо. Что будет дальше? Ну, посмотрим. Липкость практически прошла. Децл, самый децл остался. Никаких испарин, вообще ничего нет. Но даже вот того, что я сейчас чувствую, я бы хотел избежать в будущем. Скорее всего, это действие тех масел, которые Светлана сюда заложила изначально. Ну, в общем и целом, автошейф мне понравился. Хороший. Ну вот, возможно, еще 5-10 минут нужно подождать, чтобы и это прошло. Все может быть. На этом, ребята, разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. И помните, ребята, когда совсем погано, когда совсем, вот прям вот. Даже Господь закрывает дверь. Посмотрите по сторонам. Возможно, он форточку открыл. И все-таки есть выход. Пока-пока. С вами был я, Вадим. До новых встреч.